привет, друзья, намасте. Это мистер Шанти на канале India Magic TV из Анталии. Эти 3 дня на выходных здесь в Анталии проходит так называемый международный фестиваль еды. Сегодня 2-й день фестиваля. Большая сцена, такой амфитеатр, где могут сидеть много людей. И там вчера ночью был концерт. Днем поменьше людей. Я даже могу что-то поесть вот сегодня. Дали вот такую штуку. Тортики люди едят. Классно. Это что такое? Здесь что-то вкусное дают. Я хочу такого. Это лапша просто. Конечно, больше всего людей здесь было после захода солнца. Казалось, что все жители Анталии собрались на этой маленькой улице в центре парка. Около каждой палатки, в которой готовилась уличная еда, собиралась огромная очередь. Я так ничего и не купил, потому что мне просто не хотелось стоять в очереди. Для того, чтобы хотя бы что-то снять на видео, приходилось поднимать эту камеру высоко вверх над головой, снимать сверху, иначе я бы снял только одни затылки и жующих людей. А вообще было классно, как говорится, тесно, но весело. Однако тем людям, у которых клаустрофобия, не советую приходить сюда после захода солнца. Лучше прийти днем, там вы найдете всю ту же самую еду, что и ночью. Только в разы меньше людей. И еще один минус: днем вы не услышите концерт. Концерт начинается после 9 вечера. Однако именно днем можно попасть на интересное мероприятие вроде мастер-классов известных поваров, попасть на бесплатную дегустацию блюд, а также днем раздают бесплатно чай Липтон. Днем вы вряд ли почувствуете вот эту истинно восточную атмосферу почти индийского базара. Хотя запахи здесь не совсем индийские, блюда в большинстве своем мясные и везде жарят мясо. Вход на эту ярмарку, конечно же, бесплатный, но нельзя зайти просто так. Зайти вы можете только в определенных местах. Там полиция проверит ваши рюкзаки и сумки. Это как обычно сейчас на любом массовом мероприятии. Точно так же было в том месте, где проводился новогодний праздник 31 декабря. Кстати, на такие мероприятия нельзя проносить алкоголь. И алкоголь здесь не продается внутри периметра этой ярмарки. Я заметил, что большим спросом пользуется мороженое. Наверное, потому что здесь жарко, даже в темное время суток. Очень много людей, много вот этих палаток с едой и нет циркуляции воздуха, то есть абсолютно нет ветра. Когда-то я был в Индии, в Гакарне, на празднике Маха-Шиваратри. Там тоже было очень много людей в ограниченном пространстве, и был такой же эффект жары от большого количества людей. Настоящая турецкая шаурма, вернее дурум, как она здесь называется. Дурум вообще это завертон, ролл, когда мясо заворачивают в лепешку. А само мясо, которое они жарят, называется кебаб. Кстати, вы ошибаетесь, если думаете, что в Индии вы никогда не увидите, как жарят кебаб. Я много раз видел, как это делают прямо на центральной улице Ауравиля. Даже где-то есть у меня видео в плейлисте про Ауравиль. Однако там, в Индии, вы встретите только куриную шаурму. Запеченная кукуруза – еще одно блюдо, которое можно поесть и в Индии, в Гоа, например, и здесь, в Турции. На фестивале одна кукурузка стоит 30 турецких лир. Сейчас это около 1 евро. 30 лир.
Sosu mu? Evet. Biz yemiyoruz şu an. Ne yapalım? 55. Evet. Al bakalım bunları. Aman kim? Bir tane kola var. Фестиваль назывался «Международный фестиваль еды», и я, честно говоря, надеялся, а вдруг там будет индийская еда, еще какая-то еда, кроме турецкой. Но на самом деле ничего международного я здесь не увидел, по крайней мере в представленных блюдах. Было много иностранных посетителей, туристов, это так. Но в Анталии всегда много иностранцев, особенно в туристический сезон. Что касается еды, то она была, конечно, вкусная, но это исключительно турецкая кухня. Та же самая, в общем-то, еда, которая была здесь представлена во время празднования месяца Рамадан. Я думаю, что если фестиваль называется международный, то должна быть кухня каких-то других стран, хотя бы немного. А так получается, что это международный фестиваль турецкой еды. Ну, я вообще-то не придираюсь, мне тут все понравилось. Просто я соскучился по настоящей индийской вегетарианской еде. Вот это очень вкусный настоящий турецкий айран. Стоит 10 лир за большой стакан. Когда я приходил сюда днем, мне посчастливилось попасть на мастер-класс или воркшоп известного турецкого шеф-повара Джуниет Асан, если я правильно произношу его имя. Это очень известный человек в Турции, который ведет на турецком телевидении кулинарную программу «Ресторан Казанан». В этой большой палатке, где проходил мастер-класс, непрерывно готовилась еда, и эту еду сразу же раздавали всем присутствующим. При желании можно было здесь напробоваться и потом не есть пару дней. Вот этот парень в оранжевой одежде, напоминающий индийского гуру, и есть тот самый знаменитый шеф-повар. Evet. Bu arada Hasan lokma, evet Hasan lokma pilavının nasıl yapıldığını görmüş oldunuz. Artık evde yaparsınız. Evet. Aman ya. Ben bile inanamıyorum. Biz ne yaptık bugün ya? Hey Antalya! Oh! Uygun Böcek, başkanım helal olsun sana. Uygun kurbanlar için. Kurbanlar olsun güzel ülke. Türkiye. Dinlenmeden bu pilavı çeviriyor. Yes. Oley. Haydi bismillah. Allahu Ekber. Bu ne ya? Bu ne? Allah'ım
Gel abi. Hepiniz hoş geldiniz. Allah sağlık. Pekala saygılar. Günün Hasan ve Harun'a şovmeniz için bir alkış alıyoruz. А вечером я попал вот в такую тоже интересную палатку. Это было что-то вроде музея. Там были представлены разные блюда турецкие, но их, к сожалению, нельзя было попробовать. Кто-то, наверное, это все съел потом, после выставки. Какой-то счастливый человек. Чорбаши — это по-турецки суп. В этой палатке я первый раз увидел, насколько много в Турции разных видов супа. Почему-то этого нет в обычном турецком общепите. В основном 3 вида супа. Это суп из чечевицы, суп из курицы и суп с потрохами. А тут оказалось десятки видов разных супов. И кроме супа, конечно, еще всякие разные штуки, названия которых я даже не знаю. Все блюда затянуты целлофановой пленкой, поэтому даже так тайком и не попробуешь. Собственно, вот одна вот эта улица и все. И справа от этой улицы, там где парк, там концерт будет. Пока еще только готовят сцену. Ой, какая красавица, привет. Meat. Yes. Вот эта штука мне нравится. Çilekli olabilir mi? Bol çilekli. Ha, karışık. Ananas, muz, kiviş, biliyorum. Tamam, anladım. Hello. Merhaba. Merhaba.
Şokolat. Şokolat ya. Wow. Bizim şey bekliyoruz. На это смотрит, думает, ё-моё, что делается в 21 веке. Это сделано специально для селфи. Конечно, фоткаться лучше здесь в дневное время. Вкусная кукуруза по 50 лир за маленький стаканчик. В 4 раза дороже, чем в Индии. Я иногда покупал такую кукурузу на улице около своего отеля, когда только приехал в Турцию. Она тогда стоила 15 лир, и стаканчик был в 2 раза больше. Написано чебурек. Чебурек — это турецкое слово. Вот он, настоящий турецкий чебурек. Какой-то запах Индии, это не вы жгете благовоний? Как мне показалось, там кто-то работает. А? Прямо запах этого индийский какой-то. Вот здесь. Палочки. Здесь же везде продают эти палочки индийские. Вот. Просто лежит, какие-то вещи лежат, никто не забирает. Да. Зонтик. Здесь Миши снесли пристройку.
Подчистую снесли вообще. Котик лежит. Кс-кс-кс. Вот люди живут здесь. Говорят, у них весь этаж у них. Потерял кошку. Смотрю, нигде нет в комнате. Там нет. Иногда она спит в переноске. В холодильнике нету кошки. В шкафу нету кошки. А оказалось, вот она, кошка. Вот она, где наша кошка. Как ты сюда попал? Как она сюда забралась? Смотрите, как она классно лежит. Роксичка. Ты сделала себе ямку. Да? Хвостик, лапки. Вот здесь она, видимо, прошла. Так. Хорошая кошка. Ну ладно.